Привет, друзья! Давно мы с вами не виделись. Сегодняшнее видео открывает серию полезных роликов, которые посвящены такой многогранной теме, как FM-синтез. И начну я с небольшого обзора на синтезатор под названием Yamaha Reface DX. Вот он. Являясь пользователем этого инструмента на протяжении 1,5 лет, я могу много о нем сказать. И преимущественно это будут положительные отзывы. Все недостатки очень относительны. Итак, в первую очередь я бы хотел вам рассказать о впечатлении, которое возникает, когда этот инструмент к вам попадает в руки впервые. Несмотря на свой скромный внешний вид, вся линейка Reface отличается очень высоким качеством сборки и комплектующих. Учитывая, что линейку Reface можно назвать бутиковой, то в сравнении с бутиковой линейкой Роланда Yamaha заметно выигрывает. Но сейчас не вдаемся в подробности. Как вы видите, этот инструмент выглядит как маленькая реплика чего-то большего. На самом деле так и есть. Но многие скажут, что прародителем этого инструмента является Yamaha DX7 и будут неправы. На самом деле прародитель Yamaha DX100. Именно с ней они похожи как внешне, так и начинкой. А вот теперь разберем все немножко подробнее. Еще пара слов о внешности. Корпус преимущественно выполнен из очень качественного пластика, но также есть и металлические элементы. Например, это часть шасси под клавиатурой. Все это выглядит очень красиво и добротно. Мною также не были замечены никакие скрипы, шаткости, люфты, либо что-то подобное. Что касается клавиатуры этого инструмента, то ее я смело могу назвать лучшей мини-клавиатурой на сегодняшний день. Все инструменты типа Microkorg, Mini-Nova и тому подобное сразу отходят в сторону покурить со своей откровенной китайщиной. И я сейчас не умаляю достоинств этих инструментов, речь исключительно о клавиатуре. Скажу больше. Когда 2 года назад мне впервые посчастливилось поиграть на синем чуде, я был просто шокирован. И не столько звучанием, сколько клавиатурой. Крепкая, чуть шире, чем в других мини-синтах, и это компенсирует слегка ширину. И самое главное ее достоинство — это динамика. Эта клавиатура идеальна для исполнения любых партий. В ней нет ни провалов, ни скачков по velocity, что позволяет вам полноценно использовать звуки, например, синтовых пиано, и звучать это будет более чем полноценно. Итак, резюмирую, если у синта клавиатура некачественная, то вы не сможете использовать все его возможности на полную. Теперь обратим внимание на внешние органы управления. Смотрим слева направо. Видим питчбенд. Выглядит слегка нетрадиционно, не в виде колеса, а в виде тумблера. Но не переживайте, он очень удобен. Двигается плавно и чувствительность на высоте. Далее, не видим колесо модуляции. Почему так, неизвестно. Ну, тут уж как есть. Регулятор громкости. Ничего сверхъестественного, небольшая длина фейдера компенсируется его плавностью и чувствительностью. Далее видим переключатель октав. У нас есть возможность уйти до 2 октав вверх или вниз. Добавлю также, что плюс к этому в меню также есть возможность глобального транспонирования плюс-минус 2 октавы, что уже дает 4. Достаточно информативный ЖК-дисплей, и дальше видим набор кнопок, о которых я скажу чуть позже. Теперь посмотрим на заднюю панель. Здесь традиционно все начинается с разъема для питания, затем кнопка включения-выключения, разъем для педали сустейна, стереовыход, разъем для подключения наушников и AUX-вход, к которому вы можете подсоединить любой источник сигнала, что бывает очень кстати. Но сразу сообщу о недостатке: в синте нет возможности регулировки громкости этого самого сигнала. Приходится регулировать его именно на девайсе, который вы подключаете. Далее мы видим разъем для подключения MIDI и USB. Наверняка вы заметили, что я ничего не сказал об элементе со стрелочками, который находится рядом с экраном. Это мультитач-бар, который позволяет управлять одновременно 4 параметрами, отображенными на экране. Вы можете увеличивать или уменьшать значение параметров как по одной единице вверх или вниз, так и смахиванием
менять значение на большой интервал. Интересно, что подобный элемент впаяли только в модель DX. Остальные же модели из серии Rephase управляются классическим способом. Вроде бы сказал все, да не все. Такое впечатление, что с помощью линейки Rephase Yamaha решила покорить сердца всех любителей синтов мимимишностью. И без того внешне игрушечный синт они снабдили акустической системкой, иначе даже не скажешь. По краям передней панели находится пара двухваттных динамиков, которые отлично справляются с разного рода FM звуками и звучат довольно плотно. Программным путем вы можете включить или выключить эти динамики. Но учитывая, что у вас есть возможность запитать синтезатор с помощью 6-пальчиковых батареек, динамики могут быть очень даже кстати и избавят вас от каких-либо проводов. Я уже упоминал, что прародителем этой малышки является Yamaha DX100. Посему по начинке они очень похожи. На борту 4 осциллятора, которые, кстати, в FM-синтезе называются операторами. И 12 алгоритмов связи между ними, что дает невероятные возможности. Каждый оператор, в свою очередь, имеет генератор обратной связи, чего, например, нет в Yamaha DX7. В инструменте есть 32 ячейки памяти с уже готовыми пресетами. Все ячейки перезаписываемые. И, кстати, вы значительно увеличите возможности памяти инструмента, если будете использовать мобильное приложение Sound Modo. Оно было создано Yamaha специально для линейки Rephase. В нем вы можете хранить свои пресеты, создавать плейлисты. Также вы можете обмениваться пресетами с другими пользователями. И все это совершенно бесплатно. Как и в любом другом синте, здесь есть 4 envelope фильтра, по одному на каждый оператор, отдельно envelope фильтр на pitch, LFO, а также то, что отличает Rephase DX от большинства железных FM-синтов – обработка. В вашем распоряжении 2 insert ячейки, в которых вы можете использовать один из 7 высококачественных эффектов обработки. Я их перечислю: Distortion, Auto Wow, Chorus, Flanger, Phaser, Delay и Reverb. Вот такой вот отличный наборчик. Еще одним приятным бонусом этого синта является лупер. Штука достаточно бесполезная, но забавная. Он однотембральный, поэтому позволяет вам создавать слои только с помощью одного звука. Вы наверняка заметили, что на протяжении всего видео я держу инструмент в руках рядышком. Да все потому, что инструмент замечательный. За 1,5 года его использования я ни разу не пожалел о том, что его приобрел. И совершенно не задумываясь о том, чтобы его продавать. А теперь пару слов о следующем видео. Оно для многих будет долгожданным. Я сравню лоб в лоб 2 родственные души. Вот эту малышку и легендарную Yamaha DX7. Не пропустите, подобного видео нет на просторах YouTube. И я не преувеличиваю. На этом все. Спасибо, что смотрите, ставите лайки. Также приглашаю подписываться на мой канал, дабы не пропустить новые клавишные интересности и полезности. Пока!